Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами мы поделимся ритуалами, практиками, обрядами, с помощью которых вы сможете привлечь деньги в свой дом, избавиться от боли в спине, убрать своих врагов, недоброжелателей. При этом эти ритуалы, эти практики, они достаточно простые и их каждый может провести. Также, девочки и мальчики, обращаем ваше внимание, что у нас в описании есть тайм-коды. То есть, возможно, вам не нужно слушать все видео, а вы берите именно те части видео, которые вам интересны. Например, сейчас вас беспокоит вопрос касательно денег. Просмотрите только деньги или касается ваших врагов или недоброжелателей. Нажмите и просмотрите. Практики очень простые и очень действенные. Итак, давайте мы с вами начинать. А прямо сейчас, друзья, поставьте лайк этому видео, поддержите нас лайком, нам будет приятно. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал. У нас на канале много полезной информации. Итак, друзья, давайте вместе с вами начинать. И первая наша с вами практика, чтобы в доме всегда деньги водились. Практика очень простая, очень эффективная. Но для проведения этой практики нам понадобится с вами веник. Если вы в своем доме или в своей квартире не используете веник, вообще, вы современный человек, у вас дома робот-пылесос или пылесосом вы пользуетесь, в таком случае купите веник. Но веник должен быть настоящий. Сейчас искусственные продаются, да, веники с совком или веник с искусственной щетиной. Нет, нам вот именно для проведения этой практики, чтобы в вашем доме всегда водились денежки, нужен веник и спроса. Вот тот веник, который делают все в селах, в деревнях, именно выращивают, люди это делают. И если у вас такого нет, то пойдите на рынок и купите. Он продается, как правило, на рынках у людей, но когда будете покупать, обязательно перед тем, как купить, вот возьмите его в руки и прочувствуйте, это ваш веник, то есть действительно он энергетически для вас будет появляться помощником или нет. Ну, а если у вас есть уже веники, вы не пользуетесь, тогда отлично. Далее, что нам понадобится? Нам понадобится проточная еще вода. Это кран с водой в вашем доме. То есть берем веник. Веник должен быть чистенький. Сразу обращаем ваше внимание, что в нашем понятии чистенький. То есть вы должны научить себя, что, например, вы подмели у себя в кухне, в квартире. После этого всегда его нужно споласкивать водичкой. Почему? Чтобы убирать вот тот негатив, который он взял на себя. Помните о том, что в нашем материальном мире мы видим материю. То есть мы видим пыль, мы видим грязь. А если бы вы видели, что в энергетическом этом плане происходит, и веник это пытается убрать, то вы, конечно, по-другому бы относились. Итак, когда вы можете проводить эту практику? Делать это нужно в солнечный день, в любой день. Главное это, чтобы было днем. Идеально, конечно же, в первой половине дня, когда энергии достаточно сильные, и эти энергии, как правило, направлены на привлечение и увеличение. Также, когда вы будете проводить эту практику, постарайтесь быть в хорошем расположении духа, смотрите, чтобы вас никто не отвлекал, чтобы не раздражал и так далее. Далее, что мы с вами делаем? Во-первых, сначала очистите свою голову от любых негативных эмоций, мыслей и обязательно сосредоточьтесь на своих желаниях и на своих намерениях. Это может быть все что угодно, главное, чтобы это было от чистого сердца, и это касалось именно вас, вашей семьи или вашего дома. А там у кого что происходит, забудьте. Итак, берем веник и подставляем его под струю проточной воды из крана. И вот нужно в этот момент медленно перемещать веник под струю воды, представляя, как вода смывает все преграды, все препятствия на пути к вашему финансовому благополучию. И далее вам нужно будет сказать следующие слова. Вода чистая, вода текучая, смой беды и печали, прогони невзгоды, денежки в дом мой зови, удачу и изобилие приведи. Как вода течет, так и деньги пусть текут в мой дом, навсегда придут. Далее, после того, как вы провели эту практику, обязательно поблагодарите воду и веник за помощь и за поддержку. После этого
Поставьте веник в укромное место в доме. Лучше всего это делать возле входной двери или в уголке комнаты, где он будет для вас символизировать защиту и притягивать денежную энергию. Также очень важно, чтобы вы поставили такой веник щетиной вверх. Если вы в своем доме не используете, тогда вот купите маленький веник, опять же настоящий веник, и время от времени проводите вот эту практику. Также бывают такие ситуации, что вы прямо чувствуете, что у вас что-то в доме происходит не то. Возьмите и просто этим веником подметите. Даже если у вас идеально чисто и у вас работает пылесос, вот просто представляете, что вы выметаете не просто пыль, грязь, а тот негатив, ту застоявшуюся энергию, которая есть в вашем доме. Потому что именно веник вот имеет эти свойства. Пылесос – это другое создание. Это создали уже в современном мире, а именно веник имеет энергетическую вот сильную защиту и помощь для вас. Кроме того, такой веник вы можете как вариант использовать и хранить именно на кухне за плитой. Если, конечно, у вас есть такая возможность. Нет, тогда используйте так, как вы считаете нужным. Вот такая вот, друзья, практика. Проведите ее. Но если у вас какие-то большие долги, большие проблемы, кредиты, то в таком случае вам нужно хотя бы раз в неделю проводить эту практику. Для вас именно это будет очень важно. Вы быстрее очистите, уберете вот эту застоявшуюся энергию и привлечете изобилие, достаток и благополучие. Следующая, друзья, у нас с вами практика – это оберег на целый день. Вы знаете, что сейчас мы с вами живем в таком вот мире, где много стресса, неуверенности, и важно иметь способы защиты и усиления внутренней силы. И вот один из таких методов – это использование оберегов, которые помогут вам чувствовать себя защищенными и уверенными в течение дня. Как вы знаете, огонь, как один из древнейших и могущественных символов, идеальный подход для создания такого оберега. Поэтому каждый день, перед тем, как вы выходите, идете на работу, вы идете по каким-то своим делам, даже если вы вышли, например, в какое-то государственное учреждение, решить какие-то рабочие моменты свои, в любом случае, чтобы день для вас прошел хорошо, обязательно проведите эту практику. Итак, перед выходом из дома вам нужно будет для проведения этой практики использовать огонь. Это может быть от газовой горелки, это могут быть свечи, это может быть ваша зажигалка или просто наши с вами спички. Здесь вы выбираете, что вам удобно и, как говорится, побыстрее. Почему в этом практике мы будем использовать огонь? Дело в том, что огонь – это элемент, который олицетворяет силу, очищение, трансформацию и защиту. Из древних времен вы знаете, что люди использовали огонь для различных ритуалов, обрядов. И огонь обладает способностью уничтожать негативную энергию, очищать пространство и усиливать намерения. Итак, для проведения практики еще раз понадобится вам любой источник огня. Еще раз, зажигалка, спичка, газовая горелка, свеча. Вот что у вас есть под рукой, вот вы уже собрались полностью, и вот перед тем, как одевать пальто, например, одевать ботинки или босоножки, вы проводите эту практику. Итак, зажигайте огонь, который вы выбрали, и смотрите на пламя, сосредоточив все свое внимание на нем. И позвольте своим мыслям успокоиться и сконцентрироваться на силе огня. Далее вам нужно сказать следующие слова. Огонь святой, огонь яркий, защити меня от зла и напасти. Пусть сила твоя окружит меня, и враги мои не смогут приблизиться. Очищай и защищай мой путь. Дай мне силы и уверенности с собой взять. Свет твой пусть ведет меня весь день, ангелы пусть хранят меня каждый момент. После как вы сказали эти слова, закрыли глаза и представьте, как огонь окружает вас защитным барьером. Представляете, как огненный барьер становится крепким и непробиваемым, защищая от негативных энергий и неприятностей. Далее обязательно поблагодарите огонь за его силу и защиту. Осторожно погасите пламя, если это необходимо. Или, например, оставьте, допустим, свечу гореть буквально пару секунд еще. И далее
вы можете спокойно идти на работу, идти по своим делам. Вы будете уверены, что ничего в вашей жизни не будет происходить. Также еще напоминаем, что слова практик будут в описании к этому видео, поэтому обязательно их перепишите и используйте в своей жизни. Они очень сильные и в то же время действенные. И вот именно эта практика, можете ее проводить каждый день. Да, немножечко нужно времени потратить, на пару минут больше, но в таком случае вы можете встать чуть-чуть раньше, и в вашей жизни обязательно будет все прекрасно и чудесно. Следующая, друзья, у нас с вами практика, чтобы ваши враги отвязались. В жизни каждого из нас возникает ситуация, когда мы сталкиваемся с нашими недоброжелателями, врагами, которые создают нам неприятности и преграды. И в таких случаях магический ритуал может стать самым эффективным способом защиты и избавления от негативного влияния. И вот одна из таких практик – это использование молока для того, чтобы ваши враги отвязались и оставили вас в покое. Именно эта практика поможет очистить ваше энергетическое поле и создать защитный барьер. Для проведения этой практики вам именно понадобится молоко. Но, обращаем ваше внимание, молоко не магазинное, как многие думают, а именно домашнее. Это может быть коровье молоко, это может быть козье молоко. Главное, чтобы оно именно было настоящим. То есть вот то молоко, которое в магазине, оно не подойдет, особенно вот с этими ешками, шмешками и так далее. Итак, что мы с вами делаем? Идете в магазин. Итак, вы решили провести эту практику. Что мы делаем? Эту практику, во-первых, вы можете провести в любое время, в любой день. Не ограничивайте себя. Итак, вам нужно пойти купить молоко. Перед тем, как отправляться в магазин, мысленно, не в магазин, извините, возможно, и в магазине у вас, если у вас продается домашнее молоко, вы можете подойти на рыночек, вы лучше знаете, где вы можете купить молоко. Возможно, у вас где-то кто-то рядом занимается коровами, и когда вы будете отправляться за покупкой, мысленно сосредоточьтесь на своем намерении избавиться от врагов и недоброжелателей. По дороге, пока вы будете идти за покупкой молока, скажите следующие слова. «Иду за молоком, с врагами расстаюсь. Слово мое крепко, как молоко бело». Как молоко в сосуде, так и враги отстанут, не будет им пути ко мне, не будет им прохода. После этого, как вы сказали эти слова, пока идете, купили молочко, приносите молоко домой и поставьте его в теплое место, чтобы оно прокисло. Поэтому мы с вами и говорим о том, что это должно быть именно домашнее молоко, чтобы оно прокисло. Именно этот процесс и символизирует преобразование негативной энергии в нечто, что больше не имеет силы над вами. Возможно, вам оставить нужно молоко в теплом месте на 1 день, пока оно не прокиснет. Далее, когда молоко прокиснет, вам нужно использовать его для очищения своих рук и ног. Это действие поможет смыть негативную энергию и создать защитный барьер. Возьмите немножко прокисшего молока и вымойте. Вот представляете, как вы вымываете руки, ноги, и при этом говорите следующие слова. «Смываю вражью злобу, смываю вражью силу. Как молоко это прокисло, так и зло исчезнет. Руки мои чисты, ноги мои свободны. Нет больше врагов у меня, все зло растворилось». Если у вас после омывания останется молоко, его нужно вылить. Где вылить? Вы можете его вылить в канализацию, вынести, где-то закопать. И таким образом именно эта практика, она будет символизировать окончательное избавление от негативного влияния врагов. И когда вы в это молоко вот скисшее будете остатки, если есть, выливать, скажите следующие слова. Как молоко это уходит, так и враги уходят. Нет больше власти над мной, нет больше силы. Все зло растворилось, все враги исчезли. Слово мое крепко, как молоко чисто. И больше вам ничего не стоит делать. Если вы эту практику проводите, например, днем, да, то уже на следующий день или вечером можете вы уже искупаться и помыть. То есть вот эта очень практика, она очень сильная и поможет вам в жизни. И еще одна, девочки и мальчики, практика, которой мы хотим с вами поделиться, это практика от боли в спине. Вы знаете, боль в спине
для некоторых людей может быть действительно настоящей проблемой, нарушая привычный ритм жизни и причиняя значительные неудобства. И, конечно же, в нашем случае мы с вами можем обратиться к практике от боли в спине. И именно те слова, которых мы далее озвучим, их нужно читать на воду или молоко. Это магические слова, которые помогут облегчить боль и принести долгожданное вам облегчение. Итак, как правильно проводить эту практику? Для проведения этой практики вам понадобится чистая вода или молоко. Смотрите, чистая вода – это та вода, в нашем случае это родниковая вода. Это не вода, которая течет с крана, а именно живая вода. Обратите на нее, то есть это может быть с колодца, это может быть с родника, это очень важно. Или можете использовать молоко, но молоко именно домашнее, ни в коем случае не то молоко, которое содержит эти всевозможные химические добавки, это очень важно. Далее уединитесь, будьте находиться в спокойствии. И очень важно, когда вы будете проводить эту практику, нужно понимание того, что человек, у которого болит спина достаточно сильно, он готов будет вместе с вами провести эту практику. Или у вас болит спина и готов будет вот принять эту водичку или молоко. Итак, выберите чистую емкость для воды или молока. Убедитесь, что вода чистая, свежая, молоко натуральное. Лучше всего использовать стеклянную или керамическую посуду, чтобы избежать воздействия посторонних энергий. Далее, перед началом самой практики настройтесь обязательно на положительный лад, очистите свои мысли от негативных эмоций и сосредоточьтесь на своем намерении помочь человеку избавиться от боли в спине или на намерении, что вы перестанете болеть. Далее, держа емкость с водой или с молоком, скажите следующие слова. Как вода чиста, если мы говорим, если это молоко, то мы используем слово молоко. Как молоко бело, так и боль уйдет, исчезнет навсегда. Вода силу мою берет, боль из тела заберет, боль в спине уходи, силу здоровья верни. Слово мое крепко, воля моя сильна. Как сказано, так и будет. И вот после того, как вы сказали эти слова, передайте воду или молоко человеку, который страдает от боли в спине. И вот пусть он выпьет заговоренную жидкость маленькими глоточками, представляя в этот момент, как боль уходит и его тело наполняется исцеляющей силой. И вы увидите, что у человека постепенно начнет эта боль уходить. Конечно же, если все очень запущено, надо такую практику проводить неоднократно. Все зависит от того, насколько у вас печальная ситуация. Ну и, конечно же, все равно не забывайте обращаться к специалистам, те, которые действительно могут подсказать и рассказать. Конечно, иногда страшно идти к врачам, но, вы знаете, наше здоровье – это превыше всего. Вот такими, друзья, сегодня практиками мы хотели с вами поделиться волшебными словами. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно поддержите нас, поддержите наш канал, обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.